Сегодня 25 июля, суббота. Приветствую всех вас на очередной моей сводке с войны. Осталось примерно 1,5 недели до дедлайна украинской операции по принуждению России к миру. Что ж, давайте посмотрим, в каком состоянии война прямо сейчас. Важнейшая новость недели, которая действительно влияет на ход войны, это новое руководство сил обороны Украины. С министром обороны пока еще не окончательно утверждено, и я не знаю, когда утвердят. Но пока что временно исполняющим обязанности назначен генерал-майор Евгений Хмара. К слову, если все-таки будут окончательно именно его утверждать на этой должности, то ему придется сначала уволиться с военной службы. Потому что в Украине строго прописано, что на должности министра обороны должен быть гражданский человек. Эта позиция министра пока что все еще шаткая, потому что вроде бы как протесты в Украине продолжаются. Владимир Зеленский пытается оставить Михаила Федорова в своей команде, предложив ему должность вице-премьера по вопросам военных инноваций. Федоров отвечает, что есть только 3 должности, которые помимо военных на поле боя реально определяют ход войны. Президент Украины, министр обороны и главнокомандующий вооруженными силами Украины. Именно поэтому он не соглашается ни на какую другую должность, кроме должности министра обороны. А вот дальше все будет зависеть от давления общества. Если оно продолжится, то кто знает, может быть все-таки Федорова и вернут на должность министра. Вследствие этого самого давления общества уволили главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, а также начальника Генштаба Андрея Игнатова. Обоих тоже сейчас пытаются куда-нибудь пристроить в системе. Новым главнокомандующим стал генерал-майор Михаил Драпатый. Вот как раз он, я уверен, утвержден окончательно и надолго. Я давно и много о нем слышал, и слышал только положительное. И да, я прекрасно помню, как в мае 2014 года я изучал видео из Мариуполя, где боевая машина пехоты на полном ходу таранит искусственные баррикады и прорывается дальше. Командиром этой БМП был тогда майор Михаил Драпатый. В начале этой полномасштабной войны Драпатый командовал украинской группировкой войск «Юг», которая отражала российские атаки в направлении Кривого Рога. Когда шли бои за правый берег Днепра и удары по Антоновскому мосту через Днепр и отрезание российской логистики в Херсоне, Драпатый командовал группировкой войск «Херсон». В мае 24-го под его командованием украинские войска сдерживали атаки российской армии в Харьковской области, когда Путин дал приказ создавать буферную зону и пошли атаки в сторону Волчанска и Липцов. С ноября 24-го Драпатова назначили командовать сухопутными силами ВСУ. Но когда прошлым летом дважды российские силы наносили ракетные удары по построениям украинских военных на полигонах, что приводило к их гибели, Михаил Драпатый взял на себя ответственность и написал рапорт об отставке. Впрочем, буквально через несколько дней после этого Зеленский назначил его командовать объединенными силами ВСУ. У вас может возникнуть вопрос, что еще за командование такое? Не дублирует ли оно Генштаб по своему функционалу? Его что, создали специально под Драпатова, чтобы поставить на важные должности в армии? Командование было создано еще в 2020 году, так что нет, его создавали не под Драпатова. Что касается дублирования функций, то, на бумаге нет, они не дублируются. Генштаб осуществляет стратегическое планирование всей обороны, готовит решения для главнокомандующего и ставки, а также координирует ведомства. А вот командование Объединенных сил планирует конкретную оперативно-стратегическую операцию и осуществляет непосредственное управление переданными ему силами. На практике все было гораздо сложнее, и вы все, наверное, уже много раз слышали про личную гвардию Сырского. Я не буду вдаваться в подробности, чтобы не делать сводку слишком специфической и узконаправленной. Важнее, пожалуй, 2 момента. Еще до последних событий у Драпатова был свой конфликт с Сырским, о чем пишет украинская пресса. А в момент увольнения Федорова он публично выступил на его стороне. Новый начальник Генштаба ВСУ – это бывший командующий десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Игорь Скибюк. Кстати, не путайте десантно-штурмовые войска и штурмовые полки. Вот последние и были той самой личной гвардией Сырского. И именно со штурмовыми полками было связано много скандалов последних месяцев. Скибюк командовал наступлением ВСУ на Курскую область летом 2024 года. Идеологом операции при этом был Сырский. Интересно, на кого звали вопрос ТЦК? Потому что, по идее, это зона ответственности главкома, то есть Драпатова, и НГШ, то есть Скибюка, а не министра обороны, то есть Хмары. Что еще интересно лично мне, это как Драпатый и Скибюк будут вести отчетность по состоянию линии фронта. Будет ли продолжаться масштабная практика ложных докладов об удержании позиции, как это было при Сырском? Ведь про Драпатова говорят, что он всегда требовал честных докладов, даже если они неприятные. Получается, надо провести условную инвентаризацию фронтов, актуализировать карты и выяснить, какие позиции действительно удерживаются, а какие были только на бумаге. Дальше возникает вопрос стратегии обороны. Будут ли спрямлять линию фронта, оставляя заведомо невыгодные позиции, уходя от практики удержания территорий любой ценой? Ведь именно это предлагал Михаил Федоров на должности министра обороны, которого поддержал Драпатый.
Уйдут ли от практики любимчиков, той самой личной гвардии главкома, когда штурмовые полки, которыми распоряжался лично Сырский, получали приоритетное пополнение личным составом и приоритетное снабжение всеми необходимыми ресурсами? Если на все три моих вопроса будет ответ «да», да, объективные отчеты о состоянии линии фронта, да, спрямление линии фронта и да, справедливое снабжение всем, а не только любимчикам, то тогда это даст противникам новых лиц выступить с обвинениями. Сказать, что, смотрите, стоило убрать Сырского, как украинские подразделения начали терять позиции. Где-то отступать, а где-то меньше получать снабжение. Хотя в действительности все это будет связано с уточнением линии фронта и улучшением оборонительных позиций. То есть наоборот, только в плюс для ВСУ. Все это для нас загадка. Будем следить за развитием событий. А пока давайте обсудим положение на фронте. С начала этого года я рассказал про то, как украинские подразделения пошли в атаку на стыке Днепропетровской и Запорожской областей, в районе сел Вишневое, Березовое и Терновое. Их целью было перерезание дороги Успеновка-Великая Новоселка, которая является важным маршрутом снабжения российских сил на Гуляйпольском направлении. Российские силы, в свою очередь, уже давно ведут атаки на Гуляйпольском направлении, продвигаясь в районе Залезничного. И хотя украинские силы по меркам этой войны довольно успешно продвигались, все же цели операции они не достигли. Были предположения, что ВСУ смогут дойти до села Темировка, которое находится непосредственно на дороге на Великую Новоселку. Но нет, не удалось. Сейчас украинские силы продолжают атаки на широком участке фронта длиной где-то 50 километров, начиная от условного Березового и Тернового и вплоть до села Муравка. На этой неделе бои шли в районе сел Воскресенко, Мирное и Толстой. Похоже, что они пытаются дойти до берега реки Мокрые Елы по направлению на село Макомар. Не уверен, что в случае успеха они будут форсировать реку. Скорее я бы предположил, что они пойдут на юг, вдоль берега реки, по направлению на Великую Новоселку. И также украинский мониторинговый проект Deep State в четверг сообщал, что украинским силам удалось отбросить российские войска в районе села Филия, что тоже как раз на берегу реки Мокрые Елы. Дойти до берега реки и выстроить оборону по ней – это было бы грамотным замыслом. Вероятно, украинские войска пытаются сковать российские силы на широком фронте и отвлечь их от Гуляйпольского направления и атак в сторону поселка городского типа Покровское. Потому что в первой половине лета было много флагов-тыков в таких населенных пунктах, как Александровка, Богодаровка, Писанцы и Новоскелеватая. Я считаю, что украинские силы сейчас продвигаются на обозначенном мной участке фронта не потому, что на это как-то повлиял топливный кризис или удары по дорогам логистики, а потому что там слабый участок российской обороны. Мы внимательно изучили сообщения Минобороны России, посмотрели, какие подразделения упоминаются в контексте боев за Терновое, Мирное, Муравку. И оказалось, что этот участок фронта длиной в 50 километров держит 29-я общевойсковая армия, у которой по штатному расписанию всего одна собственная бригада, а именно 36-я мотострелковая бригада. А все остальное – это приданные силы. Год назад эта армия наступала на полосе фронта длиной 10 километров, а сейчас им приходится оборонять 50 километров. Весной им в подмогу отправили 69-ю бригаду прикрытия и 120-ю дивизию морской пехоты. Но это не сильно помогает, как видите. Для российской армии основным приоритетом остаются Константиновка, Краматорск и Славянск. Константиновка по-прежнему не захвачена полностью, хотя при этом инфильтрация и проникновение в украинские тылы продолжаются. И вот вчера Минобороны России выпустила репортаж, как первые штурмовые отряды России заходят на окраины Алексеево-Дружковки, которая находится севернее Константиновки. Минобороны России также отчитался о захвате города Белицкое в Донецкой области, находящегося к северу от Покровска. Мы это не подтверждаем, хотя бои в районе Белицкого идут давно. Что особенно привлекло мое внимание, это то, как российское военное ведомство акцентировало, что они захватили город с применением бронетехники. Примерно в тот же день появились кадры из района поселка Маяк, на которых мы видим удары украинских беспилотников по 2 российским танкам. И это как раз примерно по направлению на Белицкое. Интересно, что на одном из танков заметили комплекс активной защиты «Арена». И это впервые в этой войне мы видим танк с таким комплексом на фронте. До этого их можно было увидеть только на заводах, в бортажах Минобороны и на полигонах. Мы привыкли видеть обмангаленные танки, на которые наварены различные металлоконструкции, клетки, сетки, установлены глушилки. Но это пассивная защита. А комплекс «Арена» активный. Он должен выявлять летящий в сторону танка беспилотник и выстреливать в него. Конечно, не пушкой танка, а собственными боеприпасами. Учитывая, что на опубликованном видео нет признаков того, что он работает, некоторые пришли к выводу, что он и не использовался. Может, сломан, может, не смог определить беспилотник, может, не был включен.
Но я бы не торопился с выводами, потому что мы же не знаем, атаковали ли его другие беспилотники до опубликованного видео. Может, он по ним отработал, сбил их, а потом у него кончился боезапас. В целом, интересное событие, интересный момент, потому что мы несколько скептически относимся к таким комплексам. Ведь при их использовании не получится ставить на танки мангалы. Комплексу ведь надо как-то стрелять. И на видео мы действительно видим, что пораженный танк заметно более голый. А также придется забыть про танковый десант, перевозку пехоты на броне снаружи танка. Иначе она тоже будет поражаться этими выстрелами комплекса активной защиты «Арена». Самая обсуждаемая тема недели, но при этом, на мой взгляд, никак не влияющая на фронт и на войну, это удары по складам маркетплейса Wildberries. Сначала сделаю важные ремарки. Я считаю, что победителей не судят. И это актуальный, действующий принцип. Я с ним не согласен, но это данность. Я ничего не могу с этим поделать. Так что если мы исходим из того, что однажды в будущем окончательно победит Украина, то никаких судов по всему тому, что я буду сейчас рассказывать, я не ожидаю. Это останется в отчетах аналитиков вроде нас, а также в докладах правозащитных организаций. Казалось бы, зачем тогда этим заниматься, верно? Ну что ж, по двум причинам. Во-первых, мне интересно усовершенствование практики применения вооруженных сил и ведения войны. Это даже не столько с точки зрения гуманизма, сколько больше с точки зрения эффективности достижения победы. И в этом плане удары по складам Wildberries никак не приближают победу, и никак не влияют на фронт, и никак не влияют на войну. Скорее даже наоборот, сильно ее растягивают. Чуть далее разберу подробнее. Во-вторых, я отношу себя к представителям российского антивоенного общества, движения. Не в смысле какой-то конкретной организации с ее берлинскими декларациями, а в смысле антивоенных, антипутинских россиян. И я все это воспринимаю как экзамен нам на соответствие с задекларированными нами же принципам. Вот как с 2011 года я начал заниматься оппозиционной деятельностью, в которой поддерживал идею, что если есть закон о раскрытии доходов депутатов, значит обязаны декларировать. Если есть признаки коррупции, обязаны расследовать. Если ты подписался под каким-то законом, актами, конвенциями, обязан соблюдать. Без какой-либо оглядки на свои, не свои, нравится не тебе, не нравится. Но все же любили приводить пример Ли Куан Ю. И я уверен, что и украинское общество, и международная общественность должна быть заинтересована в том, чтобы мы, антивоенные россияне, строго стояли на принципах соблюдения закона, правил, без каких-либо оговорок. Кто знает, может быть, действительно, однажды мы будем влиять на политику России будущего. Ну так, наверное, хотелось бы, чтобы это был не новый Путин, которому на правила и законы наплевать. Уж он-то точно готов отступать от них ради своих. Поэтому я с такой дикой занудностью во всех своих сводках и эфирах и разбираю, что вот здесь это соответствует международным правилам, а здесь нет, по такой-то причине. Давайте начнем с определения того, насколько склады Wildberries являются легитимной целью. Все вы видели скриншоты с этими объявлениями на маркетплейсе, где продаются товары военного назначения. Оптоволоконные катушки для беспилотников, бронежилеты и так далее. Важно, что Wildberries – это именно marketplace, то есть рынок, витрина. Представьте себе какой-нибудь огромный рынок садовод, где продается всякая фермерская продукция. А еще, допустим, у меня там есть маленький уголок, где я продаю наркотики. Допустим. И из-за этого решают сжечь весь садовод со всеми товарами, с возможными погибшими людьми, потому что среди прочих товаров там затесался и вот такой откровенный криминал. И более того, сжечь садоводы по всей стране, даже те, в которых я никогда и не бывал. Когда вы работаете с Wildberries, вам, в принципе, не обязательно хранить весь свой товар у них. Они цены логистикой последней мили. Когда через их витрину пришло много покупателей, и вам надо доставить продукцию десяткам клиентов сразу. Вручную идти на какой-нибудь СДЭК – это геморрой. А тут как раз удобно работать с Wildberries. И вот поскольку у меня с недавних пор есть 3D-принтер, я много изучал тему того, как люди с целыми фермами 3D-принтеров работают с Wildberries. И, как правило, люди не производят огромные партии товаров заранее и не отвозят их на склады Wildberries. Когда поступают заказы, тогда и производят продукцию, и потом отвозят ее на Wildberries. Отсюда уже вывод, что вряд ли те товары, скриншоты которых вы видели, были там в каких-то огромных количествах. Более того, неизвестно, на каких именно складах Wildberries они были, а их десятки. Более того, я уверен, что продажа обозначенной продукции на маркетплейсе – это маленькая доля всех поставок такой продукции армии России. Те, кто сильнее влияет на снабжение российской армии, они работают напрямую с Минобороны, напрямую с отдельными воинскими частями.
Им не нужно вываливать свой товар на какой-то Авито или Wildberries, где еще придется платить конскую комиссию площадке. А Wildberries славится тем, что сдирает из предпринимателей 3 шкуры. Тем более, что крупные производители понимают, что на таких товарах в ближайшие годы можно заработать очень много. А даже 5% комиссии с таких объемов – это будут огромные миллионы. Не хотелось бы ими делиться. Да и зачем? Так что я уверен, что крупные игроки в сфере поставок комплектующих для дронов и обмундирования вообще не представлены на Wildberries. Именно крупные игроки съедают основной пирог таких заказов. А на Wildberries – это те, кто питается объедками со стола. Это только про военщину, конечно, если что, а не про все товары Wildberries в принципе. Сами оптоволоконные катушки, системы сброса боеприпасов и бронежилеты не являются каким-то супер уникальным продуктом. Я уверен, что сейчас у каждого российского военного чиновника, отвечающего за закупки для собственного подразделения, спустя 4 года войны вся телефонная книжка уже забита конкурирующими контактами, каждый из которых тебе быстро привезет из Китая хоть 50 тысяч этих катушек. И все эти аргументы показывают, что склады Wildberries не являются военной целью. И их уничтожение на снабжение российской армии никак не повлияет. Вспоминая мой пример с садоводом и продажей наркотиков, вот если бы вы узнали, на каком конкретно садоводе и в какой его части стоит моя витрина, мой склад или лежит мой товар, и прицельно ударили бы именно туда, уничтожив меня, мой товар, вот тогда, да, 0 вопросов. Абсолютно правильный и легитимный удар. Или если бы вы подловили меня где-то в пути на перевозке товара и ударили бы по моему грузовику, который вез этот товар, тоже 0 вопросов. Но сжигать из-за меня весь рынок и даже все рынки в стране, это дичь. Это именно что военное преступление, которое сейчас чуть ли не все антивоенные россияне, медийные лица, журналисты, ведущие YouTube-каналов поголовно оправдывают. Что там про принципы европейские ценности? Забудьте. Есть еще аргумент, что это для отвлечения российского ПВО. Кстати, с началом ударов по Wildberries начали сильно меньше бить по НПЗ. Вчера появилась статья британского издания The Telegraph, в котором описывают, что это новая стратегия украинских сил. Россия перебросила ПВО для защиты НПЗ, поэтому теперь нужно бить по другим объектам, чтобы отвлечь ПВО туда. И поэтому решили бить по складам Wildberries. Я считаю, что это очень наивно. Вот уж на кого и Путину, и Кремлю, и российским чиновникам абсолютно наплевать, это на предпринимателей. Они всегда относились к ним как к дойной корове. Так что если владельцы Wildberries заикнутся о выделении средств ПВО для их защиты, то ответом властей будет: «Что ты нам рассказываешь? У тебя есть бабки, иди и покупай себе свое ПВО». Все законы для этого есть. И, кстати, да, уже первые частные мобильные огневые группы замечены около складов Wildberries в Подмосковье. Да и в целом, все эти коммерсы, с каких пор это должно быть для российского государства каким-то особенно важным стратегическим охраняемым объектом? Это же не военные заводы какие-нибудь, чего их защищать-то? Сгорят и сгорят. Предпринимательство – дело рисковое. Чего жалуетесь? Идите новый кредит оформляйте. Так что нет, я уверен, что из-за ударов по складам Wildberries российская армия не будет перебрасывать ПВО для их защиты. Даже если у Татьяны Ким какие-то суперблизкие связи лично с Путиным. Некоторые приводят аргумент, что удары по складам Wildberries – это удары по российской экономике. А значит, меньше доходов, значит, меньше денег на войну. К слову, многие тут допускают ошибку. Говорят, что ущерб Wildberries от потери товаров составил 300 миллиардов рублей. Нет, ущерб Wildberries – это сгоревшие помещения и упущенная выгода. А сгоревшие товары на 300 миллиардов – это ущерб тысяч предпринимателей. Я не экономист, но я думаю, что даже весь Wildberries со всем своим оборотом – это очень маленькая доля доходов бюджета. Так что это слону дробинка. Тем более, что на войну деньги будут всегда. На совещании у вице-премьера России Александра Новака в том же духе приняли решение про топливо, что приоритет по поставкам топлива – государство и армия. И только по остаточному принципу – обществу на заправке. Также с деньгами на войну. Будут урезать образование, медицину. Я верю, что готовы даже в крайнем случае пенсии задерживать, но деньги на войну должны быть. Так что я за ударами по складам Wildberries не вижу вообще никакой военной выгоды или влияния на войну. При этом вижу огромный сопутствующий ущерб, в том числе погибших гражданских. Поэтому мой однозначный вывод – военное преступление. И, кстати, терминалы новой почты, которые Россия уничтожает уже несколько лет и тоже порой с погибшими гражданскими, это точно такое же военное преступление. Я не сомневаюсь, что украинские производители дронов периодически пользуются услугами новой почты, когда им тоже надо получить из Китая комплектующие. Значит ли это, что теперь все терминалы новой почты – легитимные цели? Конечно же нет. Поэтому, если вы считаете удары по Wildberries легитимными, то вы и удары по новой почте должны считать легитимными.
Как говорится, вы либо трусы наденьте, либо крестик снимите. Являются ли обычные рейсы Аэрофлота, РЖД, автобусы Мосгортранса легитимными целями со всеми мирными людьми, оказавшимися в них? Как-то нет. Но ведь 100% иногда ими пользуются и военные. Когда надо поехать с докладом в Москву, в Генштаб, когда надо добраться до места службы и так далее. Но это же ваша логика. По ней получается, что условный рейс Аэрофлота Москва-Сочи можно сбить со всеми пассажирами внутри. Потому что вот вам скриншот билета, как однажды на нем летал командующий одной из российских группировок войск. Что еще плохо, так это то, что такие удары действительно затягивают войну, удлиняют ее. Потому что вам всем кажется, что по войне действительно что-то происходит. Вон, все соцсети бурлят. Вы еще и меня пытаетесь в этом убедить, хотя в действительности это никак не приближает к чьей-либо победе или переговорам. В такой войне городов можно находиться десятилетиями. Так что эти 4 с лишним года полномасштабной войны вам покажутся только разогревом. Устроим тут у себя свой Ближний Восток. Так что завершу сводку печальным выводом. Знаете, у меня полное ощущение, что мы, антивоенные россияне, провалили этот экзамен. Мы сами оказались как Путин, как Z-сообщество. Мы точно так же готовы отступать от принципов, от законов, включать избирательную слепоту и двойные стандарты. Но и как после этого международная общественность сможет поверить нам, что мы чем-то лучше путинской власти? Подумайте об этом и встретимся снова через неделю. Пока.